Привет всем любителям дендрофикальных технологий. В этом видео я расскажу, как защитить поверхность стальной детали от окисления и обезуглероживания в процессе термической обработки. Для начала немножко теории. Значит, окисление – это у нас процесс взаимодействия железа, стали с кислородом атмосферы. На поверхности появляются сначала цвета побежалости, затем с течением определенных обстоятельств они растут, превращаются в окалину. Идет такая потеря массы стальной. Значит, обезуглероживание – это процесс выгорания углерода с поверхности стального изделия. Как известно, у нас твердость закаленной детали зависит от количества углерода в такой структурной составляющей, как мартенсит. То есть логично, если мы делаем закалку и с поверхности у нас происходит объединение углеродом, то на поверхности твердость будет одна, в центре другая. Может случиться так, что обезуглероживание будет на поверхности полное на какую-то глубину, и твердость тонкого поверхностного слоя, а может и глубокого, будет единиц 20, допустим. Зависит от степени обезуглероживания. Да? А в центре после закалки 62 по Роквеллу, единицах HRC. То есть такой брак. Если вы не заложили какой-то припуск на мехобработку для снятия обезуглероженного слоя, то деталь будет испорчена. В видео я расскажу, как легко и просто можно защитить поверхность стальной детали от этих негативных явлений. Погнали! Для работы нам потребуется бура, вода для растворения буры и приготовления насыщенного водного раствора, отработанный карбюризатор и образцы стальной ленты из стали марки U8 для проведения эксперимента. Для приготовления насыщенного раствора берем воду, кипятим ее, добавляем буру до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Деталь перед погружением в раствор подогреваем и окунаем плавненько в кипящий раствор. Затем достаем и оставляем на время высохнуть. После высыхания нашего реактива на поверхности образца будет подобная стекловидная пленка, довольно прочная. И при температуре плавления буры, это 710 градусов, пленка расплавится и защитит нашу поверхность от окисления и обезуглероживания. Конечно, если температура меньше 710 градусов, то бура никак не поможет нам. Помещаем наши образцы в печь. Значит, первый мы кладем в металлический контейнер с отработанным карбюризатором. Засыпаем его, закрываем крышечкой. Обстукиваем, чтобы уплотнить. Температура печи 800 градусов. То есть произведем такую нормализацию. Время выдержки возьмем 10 минут. Охлаждение на спокойном воздухе. Поместили первую коробку. Затем берем образец, покрытый бурой. И образец без защиты. Ставим рядышком. Прошло 10 минут. Начинаем выгружать образцы. Первыми достаем образец без защиты и покрытый бурой. Образец с карбюризатором оставляем прогреться еще на 5 минут. Вот так выглядит образец, который не был никак защищен. После 10 минут в печи при 800 градусах он, конечно, окислился, покрылся окалиной, которая с него сыпется. При меньшем увеличении все это выглядит вот таким вот образом. Поверхность образца, который мы нагревали в металлическом контейнере с отработанным карбюризатором, имеет такой светло-серый вид, чуть-чуть покрыта пеплом. Никакой окалины
здесь нету. Чисто визуально она, конечно, выглядит лучше, чем поверхность образца, нагреваемого без какой-либо защиты. Ну и третий наш образец, который мы покрывали бурой. Поверхность темно-серая, черная. Ничего с образца не сыпется, нету никакой окалины. Образец покрыт такой стекловидной массой расплавленной. Степень обезуглероживания определим с помощью микроисследования. Для этого изготавливаем вот такой вот образец и, используя реактив, выявляем микроструктуру. На экране сечение ленты. Структура называется зернистый перлит. Так лента выглядела до наших экспериментов. Какого-то явного обезуглероживания здесь нету. Край довольно ровный. Чуть-чуть присутствует окисление с поверхности, которое мы учтем. Далее мы смотрим на наш образец, который нагревался 10 минут при 800 градусах с охлаждением на воздухе. Нагрев без защиты какой-либо то ни было. С поверхности уже появился феррит, свидетельствующий об обезуглероживании. Феррит у нас, если мы будем производить закалку, не закалится, он останется мягким, мягкое пятно. Дальше образец, который мы нагревали в среде карбюризатора. Здесь видно, что-то я накосячил, возможно, нужно было прогреть карбюризатор, осушить его, поплотнее закрыть без доступа воздуха. Карбюризатор здесь не помог, обезуглероживание довольно-таки серьезное произошло. Но опять же, это мой косяк. И структура нашего образца, который был покрыт бурой. Как видим, все довольно-таки однородно, с поверхности никаких белых пятен и обезуглероживания нету. Бура справилась со своей задачей. Значит, эксперимент я продолжил, отправил в печь на 800 градусов образцы уже на час. Первый у нас был без защиты, с него окалина так и сыпется. Ну а второй был покрыт бурой, как и в первый раз. С него ничего не сыпется, не шкрябается. Он также покрыт стекловидной массой. Структура образца, который был покрыт бурой и пролежал в печи час, сейчас на экране. Как видим, все довольно-таки однородно, с поверхности нету никаких изменений структурных. Образец, который был с ним в печи, но без защиты, выглядит подобным образом. Он полностью обезуглеродился, структура представляет из себя феррит. При закалке он, конечно же, не даст нам никакую твердость, останется такой, как есть. Это брак. Ну и резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, то, что если вы хотите защитить стальную поверхность от окисления и обезуглероживания, если вы не заложили припуск на мехобработку для снятия дефектных слоев после термички, то бура, раствор буры в воде довольно-таки годная штука. Но нужно учитывать то, что она работает только при температуре выше точки плавления буры, то есть это 710 и выше градусов. При более низких температурах бура просто не расплавится и не защитит нашу поверхность. Надеюсь, видео было полезно кому-то, и оно вам поможет при работе. Всем спасибо за внимание. До встречи!